Всем панкейк, дорогие друзья! Чтобы наполнить свою жизнь новыми эмоциями и яркими впечатлениями, иногда нужно самостоятельно находить поводы для праздника. К счастью, за нас это давно уже сделали организаторы грандиозных ивентов, которые из года в год проводятся в разных уголках планеты. Познакомившись с подборкой лучших фестивалей мира, можно раз и навсегда убедиться в том, что жизнь полна ярких и удивительных событий. Забегая вперед, стоит отметить, каждое из этих мероприятий имеет все шансы отправиться в копилку ваших незабываемых воспоминаний. Видели ли вы когда-нибудь огромные ледяные фигуры, которые почти не отличить от реальности? Международный фестиваль ледяных скульптур проводится в китайском городе Харбин с 1963 года. Примерно с 5 января это место буквально превращается в сказку. Удивительные снежные ледяные декорации как будто переносят в другую реальность. Обычно фестиваль длится месяц, но иногда скульптуры остаются на площадках и до конца февраля. В среднем посетители могут увидеть около 2000 экспонатов, которые приводят в восторг и детей, и взрослых. Помимо самой выставки, в рамках мероприятия организовываются различные концерты, представления и активные развлечения. Знаете ли вы, что в Японии проходит фестиваль света? Удивительный фестиваль света в городе Кувана проводится с ноября по март. В рамках этого события ботанический сад Набана-Насота украшается миллионами LED-лампочек, которые сияют разноцветными огнями в его садах и теплицах. С их помощью создаются различные световые инсталляции и картины, поражающие воображение даже самого искушенного ценителя. Все лампочки питаются за счет солнечных батарей, которые заряжаются в течение дня. Одной из самых впечатляющих инсталляций является световой тоннель. В нем получаются просто невероятные фотографии. Ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов, чтобы посмотреть на эту завораживающую красоту. Слышали ли вы, что в Перу проводят День Солнца? В основе праздника Инти-Райми лежат древние церемонии инков и других индейских народов, входящих в империю. Фестиваль каждый год проводится в Куско в период зимнего солнцестояния, 24 июня. Бог солнца Инти считался прародителем жизни и покровителем империи инков Тауантинсую. Ему поклонялось все крестьянское население, чтобы получить хороший урожай в будущем году. Это действо сопровождалось жертвоприношениями, танцами, обрядами и гаданиями. Сегодня фестиваль Инти-Райми – не менее впечатляющее зрелище, в рамках которого можно увидеть масштабные шествия и церемонии, посмотреть, как разжигают священный огонь и погрузиться в непередаваемую атмосферу древнейшего праздника. Наверняка вы знаете, что в Китае существуют традиционные фонарики. А знали ли вы, что в Китае есть праздник для этих фонарей? Таинственный и прекрасный фестиваль фонарей Юань-Сяо-Цзэ китайцы устраивают каждый год в 15-й день первого месяца по лунному календарю. Он имеет древние корни и берет свое начало в 15 веке. Согласно даосским легендам, этот день связан с именем Тяньгуаня, покровителя небес, который любит свет, красочные представления и огонь. Во время фестиваля жители Китая зажигают небесные фонарики самых разных форм и размеров, а затем отпускают их в ночное небо. Сияющие разноцветными огнями улицы китайских городов становятся центрами масштабных народных гуляний, площадками для представлений, концертов и фейерверков. В Шотландии чтят историю, и особенно викингов. Крупнейший фестиваль викингов Апхелиаа проводится в последний вторник января и позволяет гостям заглянуть в легендарное прошлое этих бесстрашных воинов. Каждый год в шотландских городах устраиваются факельные шествия местных жителей в карнавальных костюмах. Сам парад часто сопровождается зрелищным огненным шоу и музыкой. Во время процессии переодетые викинги несут стилизованную ладью к реке, месту ее ритуального сожжения. Как правило, праздник заканчивается пиршеством, поединками, песнями и плясками. Это событие позволяет гостям поближе познакомиться с давней историей Шотландии. Знаете ли вы, что в Индии проходит фестиваль, где добро победило зло? Время проведения древнего индуистского праздника Холи приходится на конец февраля, начало марта. Каждый год это красочное действо символизирует победу добра над злом. Все начинается с костра, священное пламя которого сжигает зло, а после этого участников ждет настоящее веселье. Толпы людей обсыпают друг друга цветной пудрой и органическими красками в знак добра и удачи. Невероятная энергия радости и счастья, царящая на фестивале, настолько заразительна, что остаться равнодушным к нему становится просто невозможно. Именно поэтому сегодня Холи отмечают не только в Индии, но и во многих других странах.
Слышали ли вы про самый красочный и самый известный праздник Венеции – карнавал? Каждый год с конца февраля по начало марта самый романтичный город Италии наполняется яркими красками и звуками музыки. Жители и гости Венеции облачаются в пышные костюмы в стиле Средневековья и закрывают лица масками, которые уже давно стали традиционным символом венецианского карнавала. Стать участником этого зрелищного действа может любой желающий. Достаточно просто купить себе маску. Кстати, во время праздника их продают буквально на каждом углу. По окончании карнавала проводится награждение конкурсантов, продемонстрировавших самые оригинальные и яркие костюмы. А вы знали, что в Испании проводится фестиваль борьбы с помидорами? В самые последние дни уходящего лета в Испании проводится удивительный фестиваль «Ля Томатина». На протяжении 7 дней во многих городах устраивают музыкальные представления, танцы, парады и салюты. Все это сопровождается безжалостными сражениями, главным оружием которых становятся спелые помидоры. Участники буквально плавают в томатном соке и совершенно не щадят соперников в этой кровавой битве. Кроме того, в рамках праздника можно поучаствовать в оригинальных конкурсах. Самый сложный этап фестиваля – уборка домов и улиц с помощью водопроводных шлангов, которая занимает немало времени. Слышали ли вы про самый крупный и масштабный фестиваль в мире? Многие культурные мероприятия меркнут на фоне легендарного Burning Man, который проводится в Неваде с последнего понедельника августа по первый понедельник сентября. Странный и немного шокирующий праздник не имеет четкой программы действий. Неповторимую атмосферу создают не только организаторы и пустыни, где проходит фестиваль, но и сами участники. Они строят палаточный город с самодельными арт-объектами и необходимой инфраструктурой. Никто не знает, чем они будут удивлять публику и друг друга. Безумными танцами, нудистскими поездками на велосипедах или парадом космических пришельцев. Кульминацией фестиваля является сжигание огромной деревянной статуи человека и главного храма. Хотели бы вы посетить крупнейший фестиваль электронной музыки? Конечно, кто бы не хотел! Tomorrowland проводится в конце июля в бельгийском городе Бом. Знаменитый трехдневный ивент ежегодно собирает более 300 тысяч гостей. Главные сцены устанавливают в большом парке с искусственными прудами и живописными зелеными зонами. Территорию предварительно оборудуют фудкортами, мангалами и всей необходимой инфраструктурой. Отдельного внимания заслуживают впечатляющие декорации, пиротехника и мощная акустика, с помощью которых создается незабываемое шоу. А хедлайнерами фестиваля обычно выступают мировые исполнители – Армин ван Бюрен, Дэвид Гетта, Скрилекс, Технобой и другие. Бразильский карнавал может смело претендовать на звание самого яркого и незабываемого события в мире праздников и фестивалей. По этой причине он занимает почетное место в Книге рекордов Гиннесса. Карнавал проходит ежегодно в феврале и собирает миллионы туристов со всех уголков планеты. С каждым годом растет его финансирование, а соответственно и масштабы. В мероприятии часто принимают участие известные спортсмены, актеры и музыканты. Самая зрелищная часть карнавала – тематические представления и соревнования танцевальных школ. Гигантские движущиеся платформы, уникальные костюмы, ростовые куклы и декорации, музыка и сумасшедшая энергетика. Атмосферу этого праздника действительно трудно описать словами. Хотели бы вы посетить фестиваль, где целую неделю играют на музыкальных инструментах, где люди наслаждаются живой музыкой? Легендарный Сигет, без сомнений, можно отнести к лучшим музыкальным фестивалям мира. Он ежегодно проходит летом в Будапеште, начиная с 1993 года. У посетителей есть целая неделя на то, чтобы насладиться живыми выступлениями любимых исполнителей, послушать музыку самых разных жанров и принять участие в других культурных мероприятиях. В рамках фестиваля проводятся выставки, представления и кинопоказы, мастер-классы и многое другое. На месте продаются еда и алкоголь, а еще гостям Сигет предлагают проживание в кемпинге. Лайн-ап фестиваля составляется путем всеобщего голосования. В числе музыкантов, выступающих на Сигете, Дуа Липа, Kings of Leon, Major Lazer, The Strokes, A$AP Rocky, Khalid и другие. Комиксы на данный момент – одни из самых популярных бумажных изделий в мире. Популярный некоммерческий фестиваль Comic-Con, посвященный поп-культуре и комиксам, проходит с 1970 года в Сан-Диего, США, Калифорния. Он проводится в конце июля, начале августа и гарантирует посетителям 4 дня веселья, встречи с представителями киноиндустрии, дизайнерами и писателями, премьерные показы и многое другое.
Попасть на фестиваль можно в качестве зрителя или зарегистрироваться как участник. В этом случае необходимо выбрать персонажа и составить детальный образ с помощью костюмов и грима. Комик-кон уже давно считается международным фестивалем и дарит незабываемые эмоции фанатам со всех уголков планеты. А вы знали, что в Германии проходит знаменитый фестиваль пива и одновременно крупнейшее народное гуляние в мире – Октоберфест? Он проходит в конце сентября-начале октября, причем не только в Мюнхене, но и далеко за его пределами. Праздник продолжается 16 дней, во время которых пиво льется рекой, а музыка не смолкает круглые сутки. В рамках фестиваля можно увидеть яркие костюмированные шествия и живые выступления лучших музыкантов, поучаствовать в различных конкурсах и, конечно же, продегустировать сотни сортов пенного напитка. Если вы планируете посетить этот фестиваль, то стоит позаботиться об отеле в Мюнхене заранее. Слышали ли вы про основной праздник в Ирландии? Знаменитый на весь мир праздник в честь ирландского святого покровителя довольно масштабно отмечают во многих странах. Конечно, чтобы окунуться в наиболее аутентичную и грандиозную атмосферу этого события, стоит приехать в Дублин 17 марта. В день Святого Патрика на улицах города можно увидеть тысячи людей в зеленых костюмах, которые пьют пиво, поют песни и веселятся. Неотъемлемой частью фестиваля является масштабный парад, а главными символами – лепреконы и трилистники. Завершать празднование принято в одном из городских пабов, где под конец дня собираются толпы людей. К фестивалям многие люди готовятся очень старательно, делают костюмы, декорации, дополняют все это музыкой, поэтому стоит хотя бы один фестиваль в своей жизни обязательно посетить. Какой из фестиваль вам больше всего по душе? Напишите в комментариях. Ну а пока с вами все так же был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!